18 лет, не приговор. Станет ли Косторная первой совершеннолетней чемпионкой Тутберидзе? Алена может окончательно развеять миф о том, что Этери умеет работать только с юными фигуристками. Последние годы в женском фигурном катании ознаменовались гегемонией юных спортсменок. Алина Загитова выиграла Олимпийские игры в 15 лет, Александра Трусова ставила мировые рекорды с 13 лет, а Камила Валиева уже в 14 лет снискала славу самой сбалансированной фигуристки мира и главного фаворита Олимпиады в Пекине. Алена Косторная свою самую важную победу тоже одержала еще подростком, в 16 лет. Но первый и, возможно, единственный шанс отобраться на Олимпиаду выпадет ей уже после совершеннолетия. Так что же чемпионка Европы может противопоставить более юным и прыгучим соперницам? И станет ли Косторная первой совершеннолетней чемпионкой Тутберидзе? Косторная начинает сезон с низкой стартовой позиции. При нынешней конкуренции титулы чемпионки Европы и победительницы финала Гран-при в женском катании уже признак успешной карьеры. Но Алена Косторная в короткий период своего доминирования каталась настолько идеально, что болельщики ждали от нее еще более громких свершений. Однако пока сбыться этим мечтам мешает целая серия обстоятельств. Во-первых, Алена перешла во взрослые только в 16 лет, поскольку родилась после 1 июля. Во-вторых, реальный шанс на золото чемпионата мира был упущен из-за отмены соревнований в Монреале в самом начале вируса. В-третьих, необдуманное, как показало время, решение о переходе в Академию Евгения Плющенко негативно сказалось на ее форме и привело к сильному регрессу. В итоге к олимпийскому сезону Косторная подходит без опыта участия в чемпионатах мира, без четверных прыжков, которыми владеют 4 из 5 ее коллег-соперниц по группе Этери Тутберидзе, и без обнадеживающих новостей о восстановлении тройного акселя. Вместо этого у Косторной есть тяжелый багаж из неоправданных ожиданий, последствия пубертатного периода и возраст, в котором ни одна подопечная Этери Тутберидзе еще не побеждала на крупных соревнованиях. И тем не менее, Алену опрометчиво списывать со счетов в олимпийском сезоне. За счет чего Косторная может отобраться на Олимпиаду. Повзрослевшей Алене будет куда проще воплощать задумки тренеров, а главное, понимать, о чем она катает. Для стиля, который исповедует Косторная, это особенно важно. Не зря олимпийская чемпионка 1998 года Тара Липински, именно ее называла наиболее сбалансированной фигуристкой, и примером истинно женского катания. Благодаря традиционно высокой оценке за презентацию и владение коньком, Косторная способна значительно обойти по баллам, за общее впечатление менее компонентных фигуристок, Александру Трусову, Елизавету Туктамышеву и Майю Хромых. Однако на вторую оценку оказывает влияние и авторитет фигуристок у судей, а невзрачный прошлый сезон пошатнул позиции Косторной. Поэтому доказывать свое превосходство Алене придется с первых же этапов Гран-при. Обойти не менее универсальную, но более юную Камилу Валиеву Косторной будет сложно, даже с учетом возвращения тройного акселя. Если предположить, что Алена не совершила чудо и не разучила накануне 18-летия четверные, то противопоставить лидерам она может фантастическую стабильность образца сезона 2019-2020. За 2 сезона на взрослом уровне Алена допустила на важных стартах лишь одно падение. Для сравнения, Анна Щербакова за этот период упала 4-жды, а Камила Валиева всего за 1 сезон сорвала 6 прыжков. Такая статистика объясняется разницей в сложности прыжкового контента, но свои главные победы Косторная тоже одерживала, когда ее основные конкурентки прыгали по несколько четверных. 18 лет – не приговор для женского фигурного катания. Тренерский штаб Этери Тутберидзе часто упрекают в подготовке чемпионов на 1-2 сезона, сравнивая такой стиль работы с конвейером. Главный аргумент критиков – отсутствие больших побед у совершеннолетних воспитанниц Хрустального. Пока подопечные Тутберидзе действительно не выигрывали чемпионаты мира, Европы и Олимпийские игры по достижении 18 лет, однако и позитивные примеры для Косторной есть.
Евгения Медведева в 18 лет завоевала серебро игр в Пхенчхане с 2 безупречными прокатами, а Элизабет Турсунбаевой в 19 лет покорился четверной Сальхов и титул вице-чемпионки мира. Эти успехи ставят под сомнение мантру о том, что Тутберидзе побеждает только с девочками. Но именно Косторная может окончательно опровергнуть миф о том, что Этери умеет работать только с юными фигуристками. В данный момент для Косторной любая медаль Олимпийских игр в Пекине станет супердостижением, поскольку даже в саму способность Алены отобраться в сборную России верят немногие. Уязвимость чемпионки Европы заключается в том, что при безошибочных прокатах оказаться в тройке лучших россиянок ей будет очень тяжело. Но Косторная всю свою карьеру была в похожем положении, и тем не менее побеждала. Так что при правильной подготовке и определенной доле везения даже переход через 18-летний рубеж не станет для нее преградой.